вместе с пулей. То есть за основу взят патрон 7,92 немецкого производства 1930, сейчас вам скажу, 39 года. Да. С остальным сердечником. Корпус гильзы биметалл. Так, что мы берем для основы? То есть, как бы я уже разрезал это все дело, скажем, это в первом видео я покажу создание, а если вы, скажем, захотите увидеть более детальную распил этого всего, пишите в комментариях, пожалуйста, и я сделаю отдельный ролик по распилу гильзы, по распилу пули, то есть более детально. Какие нам инструменты нужны после распила, скажем, этого всего? Нам нужны ряд надфилей, надфилодержатель, кусачки. Ну, кусачки это для удаления некоторых мелких деталей. Старая зубная щетка это для чистки. Маркер водостойкий для маркировки перед распилом. Что нам нужно убрать? Скальпель. И что я использовал в разрезе? Это я использовал шайбы Дремель. Номер 420. Ну и саму машинку Дремель. Более детально я сейчас расскажу о самой гильзе, то есть о самом распиле. Я делаю именно ласточкин хвост, то есть мне больше нравится такой распил. Предварительно перед распилом желательно, чтобы гильза была пустой, то есть не использовать порох и прочее. Ну и также самое желательно, если у вас есть отдельно пули, не использовать пули с начинкой, скажем так, взрывоопасной начинкой или вредные для здоровья окружающих и вас лично. То есть для этого я использовал обычную пулю со стальным сердечником. Немножко дальше я покажу, то есть я сегодня полностью создам этот небольшой ролик, покажу полностью, как сделать модель для рамки или для полки, как вам удобно будет. В дальнейшем буду показывать именно создание полностью всех рамок с подписями и всем прочим. Ну, как бы на стенку или в музей, в пополнение. Сама гильза. Я ранее рассказывал немного в начале видео. Пуля, пинцет, тонкий картон. И для этого, для всей фиксации нам нужен клей. То есть для моментального склеивания или секундоклеба фирма Уху. То есть можно использовать любой моментальный клей. Для самой имитации пороха я вот использовал такие вот хлопья. То есть это мелко нарезанный пластик, скажем так, перепачкан графитом. Он довольно неплохо имитирует содержимое. Ну и довольно красиво получается. Продолжим. Так, продолжим этап. Берем клей.
зафиксировали саму картонку. Теперь картонку немножко покрываем клеем. Желательно покрыть полностью. И теперь на шпорах, которые мы сымитировали, посыпаем как соль. Вот что в итоге получилось. Таким же макаром мы вставляем пулю. То есть немножко клея. И сама пуля. Вставляем ее в положение. Вот, скажем, небольшой процесс изготовления для рамки или для полки разреза данного патрона. То есть, если будут какие-то вопросы, пожалуйста, можете писать внизу в сообщениях.